Создатель советской агрохимической школы академик Дмитрий Николаевич Прянишников на основе анализа истории земледелия в странах Западной Европы убедительно показал, что главным условием, определяющим среднюю величину урожая в разные эпохи, была степень обеспеченности сельскохозяйственных растений азотом. Громадное значение азотных удобрений в повышении урожайности обусловлено исключительной ролью азота в жизни растений. Азот входит в состав белков, являющихся основой жизни, в состав нуклеиновых кислот, обеспечивающих передачу наследственных свойств организмов, в состав хлорофилла, осуществляющего аккумуляцию солнечной энергии в процессе фотосинтеза, в состав ферментов, биологических катализаторов всех биохимических процессов, в состав фосфатидов, витаминов, алкалоидов и других органических соединений, играющих важную роль в обмене веществ. Нормальный уровень азотного питания стимулирует синтез белка, других органических соединений и обеспечивает интенсивность ростовых процессов. При недостатке азота наблюдается слабое развитие вегетативных органов, что ограничивает плодоношение, ведет к снижению урожая и содержанию белка в продукции. Производство азотных удобрений основано на синтезе аммиака. Источником азота является атмосфера, а водорода – природный газ или сопутствующие нефтяные газы. Из аммиака производят жидкие аммиачные, твердые аммонийные удобрения и мочевину. При окислении аммиака получают азотную кислоту. Она используется для получения селитр, а также комплексных удобрений при азотно-кислотной переработке фосфатов. Основными формами азотных удобрений в нашей стране являются аммиачная селитра и мочевина. На их долю приходится почти 2/3 валового производства. Аммиачная селитра или азотно-кислый аммоний содержит 34% азота. Ее получают путем нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим упариванием и кристаллизацией. Кристаллическая аммиачная селитра очень гигроскопична. При увлажнении она расплывается, а при подсыхании уплотняется и затвердевает. Поэтому аммиачную селитру гранулируют с добавлением кондиционирующих веществ. Готовый продукт упаковывается в битумизированные или полиэтиленовые мешки. Аммиачная селитра горюча и взрывоопасна. При ее хранении и транспортировке необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. В аммиачной селитре весь азот водорастворим и хорошо доступен растениям. При этом половина находится в нитратной, а другая в аммонийной форме. Нитраты обладают высокой подвижностью в почвенном растворе, а аммонийный азот обменно поглощает. При обильных осадках и орошении, особенно на легких почвах, нитратный азот может теряться за счет вымывания.
вероятность вымывания аммонийного азота меньше и возрастает по мере его нитрификации через нитриты до нитратов. Аммиачная селитра обладает подкисляющим действием на почву. Это связано со слабой физиологической кислотностью удобрения и нитрификацией его аммонийного азота. Сочетание быстродействующего легкоподвижного нитратного и менее подвижного аммонийного азота определяет универсальность этого удобрения. Аммиачная селитра пригодна для внесения под все культуры и всеми способами. В основное удобрение при большом количестве осадков в осенне-зимний период аммиачную селитру лучше вносить не осенью, а весной под предпосевную обработку почвы. Аммиачную селитру при посеве или посадке применяют в небольших дозах в сочетании с суперфосфатом, используя комбинированные сеялки. Она с успехом используется для поверхностного внесения при подкормке озимых, трав, а также в качестве корневой подкормки пропашных культур. На почвах, насыщенных основаниями, подкисляющее действие аммиачной селитры выражено слабо. На этих почвах аммиачная селитра – одна из лучших форм азотных удобрений. Мочевина или карбамид – самое концентрированное твердое азотное удобрение. Оно содержит 46% азота. Мочевину получают из аммиака и углекислого газа при высоком давлении и температуре. Для сельского хозяйства мочевину выпускают в виде гранул с покрытием из маслянистых веществ. Гранулированная мочевина не слеживается при хранении и хорошо рассевается. Мочевина хорошо растворяется в воде. Она менее гигроскопична, чем аммиачная селитра. Под влиянием фермента уреазы, выделяемого почвенными микроорганизмами, мочевина быстро в течение нескольких суток превращается в углекислый аммоний. Углекислый аммоний – соединение очень непрочное. На воздухе быстро разлагается с образованием бикарбоната аммония и газообразного аммиака. Чтобы не допустить потерь азота, при поверхностном внесении мочевины ее сразу надо заделывать в почву. На стадии гидролиза углекислого аммония происходит местное подщелачивание почвы, а образующиеся ионы аммония обменно поглощаются. При последующей их нитрификации наблюдается сдвиг реакции в кислую сторону. По способности подкисления почвы и агрономической эффективности мочевина равноценна аммиачной селитре. Мочевина – лучшая форма азотных удобрений для некорневых подкормок плодовых и овощных культур. Она используется также и для поздних подкормок пшеницы с целью повышения белковости зерна. Еще одна форма азотного удобрения – сульфат аммония или сернокислый аммоний. Его получают путем улавливания серной кислотой аммиака из коксохимических газов.
Сульфат аммония имеет слабую гигроскопичность, не слеживается при хранении и может транспортироваться без упаковки. Недостатком этого удобрения является низкое содержание азота 21% и высокая физиологическая кислотность. Она связана с тем, что из сульфата аммония растения быстрее и в больших количествах потребляют азот в виде аммония, чем серу в виде аниона серной кислоты. Наибольший сдвиг реакции происходит в малобуферных почвах, ненасыщенных основаниями. На этих почвах сульфат аммония по эффективности уступает другим азотным удобрениям, особенно при возделывании культур чувствительных к кислотности. Аммонийный азот удобрения обменно поглощается почвенными коллоидами, медленнее нитрифицируется и не вымывается. Поэтому сульфат аммония целесообразно применять в условиях орошаемого земледелия под рис и хлопчатник, а также в субтропической зоне для удобрения чая и других культур. Чисто нитратные формы азотных удобрений, натриевая и кальциевая селитры, применяются у нас в ограниченном количестве. Они имеют низкое содержание азота, а кальциевая селитра вследствие высокой гигроскопичности обладает плохими физико-механическими свойствами. Это осложняет ее хранение, перевозку и применение. Из натриевой и кальциевой селитр анионы NO3 усваиваются растениями интенсивнее, чем катионы натрия или кальция. Нитратные удобрения легкоподвижные и быстродействующие источники азота. Их целесообразно использовать для внесения в рядки и при подкормках. В основное удобрение селитры должны вноситься под предпосевную обработку из-за опасности вымывания нитратов. Особенно благоприятно натриевая селитра действует на сахарную свеклу и другие корнеплоды, отзывчивые на внесение натрия. Наряду с твердыми азотными удобрениями в сельском хозяйстве применяют жидкие безводный аммиак и водный аммиак. Безводный аммиак – самое концентрированное безбалластное удобрение. Его получают путем сжижения газообразного аммиака под давлением. На всех этапах хранения, транспортировки и внесения безводный аммиак содержат в емкостях, рассчитанных на высокое давление. Безводный аммиак – бесцветная жидкость. Она в 1,7 раза легче воздуха, температура кипения плюс 34 градуса Цельсия. На воздухе безводный аммиак быстро испаряется. Переход в газообразное состояние сопровождается охлаждением. В высоких концентрациях аммиак обладает сильным токсическим действием на организм человека. К работе с безводным аммиаком допускается только специально обученный персонал. При этом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. Перевозка безводного аммиака от завода-изготовителя
до прирельсовых складов производится в специальных железнодорожных цистернах. На склады, расположенные в глубине обслуживаемого района, удобрения перевозят в автоцистернах-заправщиках. Внесение безводного аммиака производят с помощью специального агрегата, позволяющего равномерно распределять удобрения в почве с одновременной заделкой на нужную глубину. На тяжелых почвах безводный аммиак заделывают на глубину 12-14 сантиметров. На легких несколько глубже. Это позволяет избежать потерь за счет улетучивания аммиака. В почве безводный аммиак из жидкости превращается в газ, который адсорбируется коллоидами и поглощается влагой с образованием гидроокиси аммония. Это вызывает временное местное подщелачивание почвы, которое затем по мере нитрификации аммония меняется на слабое подкисление. Аммонийный азот обменно поглощается и химически связывается органическими и гуминовыми кислотами. При высокой концентрации аммиака в зоне внесения временно подавляется жизнедеятельность почвенной микрофлоры, в том числе нитрифицирующих бактерий. Поэтому в первое время азот удобрения локализуется вблизи места внесения, преимущественно в аммонийной форме. Безводный аммиак можно вносить осенью под основную обработку почвы, не опасаясь потерь азота за счет вымывания и денитрификации. При подкормках пропашных культур безводный аммиак вносят в середину междурядий, чтобы избежать угнетения растений при высокой концентрации аммиака. В отличие от безводного аммиака, использование аммиачной воды проще и безопаснее. Ее можно хранить и перевозить в обычных герметизированных цистернах, рассчитанных на невысокое давление. Водный аммиак выпускается двух сортов. Как и безводный аммиак, аммиачную воду вносят в почву с одновременной заделкой на необходимую глубину. Опыты с различными культурами показывают, что безводный аммиак и аммиачная вода по эффективности не уступают твердым формам азотных удобрений. А на легких почвах в условиях орошения и в увлажненных районах превосходят их. Следует также отметить, что стоимость единицы азота при производстве жидких удобрений значительно ниже, чем твердых. Применение жидких удобрений позволяет осуществлять полную механизацию всех процессов, связанных с транспортировкой, заправкой и внесением. Это одно из основных преимуществ жидких удобрений. Растения используют лишь 50-60% внесенного в почву азота, а 20-30% теряется преимущественно в виде молекулярного азота и газообразных его окислов. На легких почвах, в регионах с большим количеством осадков, в условиях орошаемого земледелия также происходят значительные потери азота вследствие вымывания нитратов. Можно ли снизить эти потери? В настоящее время уже производятся и испытываются опытные партии медленно действующих азотных удобрений на основе слаборастворимых соединений, прежде всего продуктов конденсации мочевины с алифатическими альдегидами. Изучаются также гранулированные азотные удобрения с покрытием из полимерных пленок, парафина, серы и других веществ. В состав мочевины твердых и жидких аммонийных удобрений вводят ингибиторы нитрификации, химические соединения.
которые способны селективно подавлять нитрификацию до момента интенсивного потребления азота растениями. Заканчивая рассказ об азоте, уместно привести замечательные слова из книги Дмитрия Николаевича Прянишникова. Не считая воды, именно азот является самым могущественным двигателем в процессах развития и творчества природы. Его уловить, им овладеть – вот в чем задача. Его сберечь – вот в чем ключ к экономике. Подчинить себе его источник – вот в чем тайна благосостояния.